Сегодня происходит историческое событие. Я думаю, все прекрасно помнят этот мой рисунок. Забыть такое сложно. Надеюсь, он вам не снится в кошмарах. В любом случае, очевидным является тот факт, что эта работа была вершиной моей карьеры, и я вряд ли когда-нибудь сделаю хоть что-то настолько же прекрасное. Я понимаю, что вы сейчас задаетесь логичным вопросом. Зачем тогда этот ролик? Зачем? Как вообще можно сделать это лучше? Какой смысл перерисовывать? Ролик просто ради интереса. Посмотреть на свой регресс, наверное. И потом, вы тоже перерисовывали этот арт? Да, на эту картинку я устраивала Draw This in Your Style Challenge. Но на ваши прекрасные работы мы посмотрим чуть позже. Если верить моему компьютеру, то этот рисунок был нарисован в 2011 году мышкой в Paint. И многие почему-то решили, что это львенок, но нет, это взрослая, самостоятельная, немного агрессивная львица. И если провести исследование творчества того периода, можно прийти к выводам, что это не просто рандомная львица. Вероятнее всего, автор задумывал данный шедевр как изображение Витани. Достоверно неизвестно, но на такие выводы меня натолкнул факт наличия огромного количества рисунков с Витани, где точно она, а также то, что у этой львицы фиолетовые глаза, челка и темные уши. Считаю это неоспоримыми доказательствами присутствия на этой картине именно Витани, потому в дальнейшем рисовать я буду тоже ее. Перерисовка, скорее всего, выйдет достаточно нормальной, симпатичной и потеряет все то, за что мы так сильно любим оригинал. Я понимаю, я полностью это осознаю. Но зато по ней можно будет посмотреть на изменения за почти 10 лет. Так вот, поискав референсы, я поняла, что никто в здравом уме не рисует львиц, рычащих в анфас. Именно потому что, оно, так и выглядит. Очень похоже, ребята, кстати, получилось передать ракурс. Чтобы пасть выглядела нормально, надо рычать либо в профиль, либо в 3/4, потому морду я и чуть-чуть поворачиваю в сторону. Оригинал очень плоский, и то, что я захотела сделать сразу же, это добавить глубины в кадр. Проще говоря, развернуть львиную задницу к зрителю. Таким образом, у нас появляется передний план, перспектива и, соответственно, пространство и глубина в рисунке. И пушистая попка на переднем плане. Сама львица мне давалась очень сложно. То ли я разучилась рисовать львиц, то ли просто открытая пасть — это тот еще челлендж. Мне не нравилось то, что выходит от слова «совсем». Я ее перерисовывала заново несколько раз, и все не то. Я на нее смотрю, и она меня бесит. А когда что-то не получается и бесит, нужно отдохнуть, потому что глаз замыливается, и ты уже не можешь адекватно воспринимать то, что ты рисуешь. Я же в попытках отвлечься от львицы и своих страданий с ней, решила сначала заняться фоном, отвлечься на окружение, так сказать. Также я добавила линию земли, какой-то условный фон вдалеке, потому что я подумала, что просто небо — это слишком просто и плоско опять-таки. Нужно какое-то пространство, чтобы была глубина в рисунке. Цвета — это вообще отдельная тема. На оригинальном рисунке все цвета взяты с вот этого уголка цветового круга. Это самые вырвиглазные, максимально насыщенные оттенки, которые обычно в работах не используются. Я просто смотрю на это, и у меня немножко кровь из глаз идет. Но это нормально. Это так и задумывалось. Это стиль такой. Ага. На этот раз цвета я решила взять достаточно темные, хотя ночь в Короле Льве изображают очень по-разному, и порой она довольно светлая и такая вся красивая синяя. Но мне хотелось какой-то более мрачной и темной атмосферы. Не зря же львица так истошно орет. Наверное, там что-то очень страшное происходит. Потому цвета я беру темные и ближе к зеленому, нежели к синему. Отрыла свои старые кисти, к которым мне прикасалось года 4. Это кисточки с травой, с африканскими разными деревьями, камушками и всякими другими штуками, которые можно встретить в Африке. Конкретно здесь я использовала только деревья и траву, и звезды. Их круто делать кистью, потому что это один клик мыши, и у тебя уже все небо в звездах. При этом по небу они размещены абсолютно хаотично и интересно. И потом им можно добавить свечение в настройках слоя, тоже очень просто, в один клик. Вообще, красивое звездное небо рисовать очень просто и очень быстро, если знать, куда тыкать. А когда звезды рисуешь вручную, есть очень большой риск нарисовать звезды слишком на одинаковом расстоянии друг от друга, будто под линеечку.
И это происходит абсолютно неосознанно, и ты можешь этого даже не заметить. Просто наш мозг так работает, что он автоматически все выравнивает. Так и в оригинальной работе все звезды вышли плюс-минус на одинаковом расстоянии друг от друга. Это странно выглядит, в природе так не бывает, и это выглядит скорее как какой-то паттерн в горошек, а не звезды. Мне очень хотелось добавить светлячков, потому что раньше я просто обожала рисовать светлячков. Я пихала их везде, и здесь я тоже хотела их запихнуть. Но они никак не вписывались в эту зловещую, темную, рычащую атмосферу. Возвращаясь к львице. К сожалению, пришлось отрезать львице хвост, потому что в кадр он не влезал вообще никак. А мне так обидно, я так хотела впихнуть этот хвост. Но как ты его не впихуй, как ты его не впихивай, он получается сломан, потому что львы, так как в оригинале, хвост задирать не могут. В общем, от хвоста пришлось отказаться. Пресс F за хвост. Лайн. Это страшная вещь. Как вы знаете, наверное, я уже очень давно рисую работы без лайна, но поскольку это как бы ТЛК стилистика, хотя ладно, в ней тоже можно рисовать без лайна, но это все не то. У нас сегодня возвращение к истокам. Страдать так по полной. Я не люблю лайн, я не умею его рисовать, и раньше я его делала в Саи, как и все остальное. Потому что лайн там, правда, удобнее делать, там для этого есть более подходящие инструменты, но мой Саи давно уже покрылся пылью и паутиной. Я не помню, когда вообще последний раз его открывала, потому лайн я таки решила рисовать в фотошопе. Он получился не таким ровным, как мог бы быть, но как пользоваться Саи я уже давно забыла и возвращаться туда не хочу. Потому маймо шумаймо. Я пыталась открыть ей пасть максимально широко, вот чтобы она не просто рычала, а прям открыла пасть на максимум, чтобы было близко к оригиналу. И в какой-то момент мне показалось, что она больше не рычит, а визжит от испуга, как те львицы, которых напугал Тимон во второй части. Мне это показалось забавным, и я решила дальше развивать эту идею. Вспомнила, как сильно я хотела нарисовать светлячков, и подумала, что, да, самое время светлячков в студию. Теперь это орущая во всю глотку Витани, которая испугалась огромного жирного светляка, который подлетел к ее заднице. И на этом моменте я поняла, что серьезная мрачная работа у меня не получается. Что-то явно пошло не по плану. И интересно, что. Недавно, кстати, начала пользоваться пальцем в фотошопе. На удивление, очень удобный инструмент, если его правильно настроить. Я им теперь тенюшки размазюкиваю, чтобы красиво было. Живописно так, будто мазочки. Мягкие переходы получаются. Последним делом дорисовываю светлячка. Они, оказывается, милые ребята. Я впервые в жизни загуглила фотки светлячков. А до этого все, что я о них знала, это то, что они желтые точки на рисунках. Ладно, я, конечно, понимала, что это насекомые, но как они выглядят, вообще было без понятия. Миша, 21 годик. Впервые узнала, как выглядит светлячок. В конце еще накинула всяких разных размытий. Люблю очень радиальные размытия. Если им правильно пользоваться, получается классный эффект. Такая вот вышла работа. И барабанная дробь, сравнение с оригиналом. А теперь ваши варианты этой прекрасной иллюстрации. Я смотрю на все это, и вы у меня такие умнички. Были и упоротые работы, и очень дико красивые. Кто-то довольно сильно отходил от оригинала, и это можно уже считать своей уникальной идеей. Было очень забавно смотреть, на какие мысли и идеи наталкивал вас оригинал, и как далеко вы от него уходили. Кто-то даже сделал куклу. Вау! Спасибо всем огромное за участие, было очень интересно посмотреть на ваши варианты. Я знаю, что для многих это был челлендж рисовать львицу, что многие вообще впервые рисовали что-то подобное, и поэтому вы вдвойне умнички. А если вы все профукали и не успели поучаствовать, никогда не поздно присоединиться к этому флешмобу упоротых львят. Это весело, и здесь не обязательно рисовать красиво или правильно, можно реально просто подурачиться, нарисовать максимально всрато и уверенно всем говорить, что так и задумывалось. Потому что так и задумывалось. Если будете рисовать, просто отмечайте меня или заливайте в альбом в паблике ВК, я точно увижу. Спасибо большое за просмотр, не забудьте поставить лайк за мои старания и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали.